Сегодня приготовим очень нежный, вкусный, воздушный десерт, который можно будет кушать даже тем, кто находится в процессе похудения. Всем привет! Ну и для начала нам понадобится 15 грамм желатина, холодную кипяченую воду, ею мы заливаем желатин, немного все размешиваем и оставляем, пускай набухает. Затем нам понадобится сотейник, либо же любая кастрюлька. Вливаем в нее полстакана молока. Берем половину плитки черного шоколада, в моем случае это был черный шоколад 80% какао-бобов, и вот так вот руками разламываем весь шоколад прямо в молоко. Сюда же в кастрюльку добавляем 1 чайную ложку любого по вашему вкусу растворимого кофе. Так вкус нашего десерта будет более необычным. И еще в эту кастрюлю нужно добавить 1 столовую ложку сахара. Устанавливаем сотейник на плиту на небольшой огонь и постоянно помешивая нужно довести до того состояния, чтобы шоколад полностью растворился. Когда шоколад будет растворяться, он будет вот такими вот крупинками. Это ничего страшного. Самое главное вам эту жидкость не закипятить. Когда вы заметите, что шоколад почти полностью растворился, берем желатин, который у нас набухал, и полностью весь отправляем в кастрюльку к шоколаду с молоком. Опять все хорошо нужно будет вымешивать. В это время огонь можно будет уже выключить. Жидкость наша уже теплая, желатин должен будет хорошо раствориться. Повторяюсь, жидкость не должна закипеть. Дальше в этом рецепте нам понадобится йогурт без сахара и всяких вкусовых добавок. Берем глубокую тарелку и отправляем полностью весь йогурт из 2 банок в тарелку. В моем случае это будет 500 грамм, 2 баночки по 250 грамм. Какой йогурт вы для себя выберете, это не имеет значения. Он может быть как и без жира, так и 1, 2, 3, 5% жирности. Это уже по вашему усмотрению. Вначале вот так вот ложкой я его немного размешиваю. Затем нам нужно взять миксер. На маленькой скорости будем немножко размешивать йогурт и по чуть-чуть добавлять вот эту нашу молочно-шоколадную смесь. Аккуратно будем все размешивать так, чтобы ничего нигде не свернулось и все хорошо перемешалось. Ну а после того, как вы все влили в одну тарелку, на максимальной скорости миксера будем все хорошо взбивать, для того, чтобы наша масса стала немного воздушной. После взбивания нашу массу нужно будет разлить по любых формах, по вашему усмотрению. У меня будет сегодня вот такая вот большая одноразовая форма, моя любимая. Но я бы сказал, что такой десерт лучше поразливать по небольших чашках, сделать его порционно. Ну а затем наш десерт отправляем в холодильник минимум на 6 часов. Но конечно же, если он простоит целую ночь, это будет намного лучше. У меня десерт простоял в холодильнике целую ночь. После того, как он застыл, я беру просто ножницы и одноразовую форму просто надрезаю. Беру тарелку подходящих размеров, накрываю форму и переворачиваю полностью все в тарелку. Затем беру вот так вот за края формы, и форма аккуратно сама отстает от нашего десерта. В этом я уверен, потому что в этих формах я делаю уже не первый раз. В таких вот одноразовых формочек получается все красиво, а самое главное, сохраняется узор. Ну а затем, чтобы подчеркнуть горечь шоколада, нужно взять какао, небольшое ситечко и вот так вот хорошо, красиво присыпать верхушку нашего десерта. Ну а в итоге мы получаем просто обалденный десерт. Режется он красиво, аккуратно, мягко. Получается нежное и очень-очень вкусное желе. Ну а после того, как я попробовал первую ложечку этого десерта, я понял, что я опять побегу в магазин. Получается просто божественный десерт. Он не сладкий, в меру горький, но до чего же он приятный. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, как обычно, поставьте дизлайк. Ну а мы с вами встретимся в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.